Ну, когда-нибудь это же должно было случиться. Впервые за 2,5 недели путешествия дождь. До новых встреч. Давай. Новосибирск. Все, спасибо. Вот я, в принципе, вернулся на трассу, по которой приехал в Новосибирск. Радует, что дождь прекратился, и теперь я не выгляжу в дождевике как эксгибиционист. Ну что, погнали? До исполнения моей мечты осталось примерно 1800 километров. Отсюда до Грузии доезжал самое быстро за 2,5 суток. 2,5 суток. Из Новосибирска до Грузии? Да. А сейчас в Москву ездил, и только до Москвы, вот без отдыха, без ничего, только до Москвы 2,5. А обратно я зимой поехал, она наверх залепила снегом, не видно было ни одного, доехал до Москвы. Оттуда летом еду. Пока до сюда приехал, короче, вышло 45 тысяч, только штраф привез. Какой кошмар. Пурга, там перемет и снег постоянно. И это вот дожди постоянно. Кстати, вот сегодня передавали во многих городах России, ну, в средних городах, снег уже, говорит, должен выпасть. Как Ну, где-нибудь здесь можно остановитесь, вот тут выскочу. Там дальше пройду вперед. Удачи тебе, всего хорошего, благополучно Спасибо, добраться. и вам. Спасибо, что подбросили. Здоровья. До свидания. Погода, конечно, сильно изменилась. Сейчас 17 градусов, и должен сказать, что холодно. А стоял я там чертовски долго, и было невероятно скучно, поэтому в ход шли любые способы развлечь себя. Стою себе здесь, никого не трогаю, ловлю машины. И тут смотрю, на мне сидит вот это вот хреновина. Что это? Какой-то кузнечик гигантский. Это теперь будет мой друг. Фред. Опять. Хорош. Ну, блин, вдвоем уже не так скучно, да? Орел вон парит. Ищет добычу. Надеюсь, это не будет Фред. Братан, живи. Там вон впереди пара продает грибы. Как видите, они последние полчаса попадаются друг с другом. Простоял я часа 2, наверное, и за мной остановилась машина, она подвезла мне всего 30 километров. Ну, тоже путь на самом деле нормальный, однако 1800 километров это совсем чуть-чуть. Но, по крайней мере, я хоть погрелся в машине, потому что, правда, холодно. Есть теплые вещи еще, но они на самом дне рюкзака, и мне лень, на самом деле, за ними лезть. Но я покинул Новосибирскую область, теперь я официально в Кемеровской области.
Мы с водителем заехали в деревушку Зарубино. Он тут пошел по своим делам. Но здесь все по классике. Собаки. Но, блин, этот вид. Приветик. Что? Вы блогер? Ну, так, не то что блогер, просто снимаю свое путешествие. Вы, ребят, местные? Да. Да? Круто. Блин, ну классные виды у вас здесь такие вообще. Да. Очень круто. Мое появление тут произвело настоящий фурор среди собак. А я вон с парнем еду, он тут он приехал. Я говорю, я вон с парнем еду, он меня подобрал. Вот, мы сейчас заехали по его делам, сейчас дальше поедем. Вот. Че, Артем? Ты че, бля, без трусов ходишь? Вообще-то. Я болею. А болеешь, а хули ты ходишь, нахуй, болеешь? Болеет. Давай. Бау! Бау! Как деревня называется? Зарубино. Зарубино. Зарубинские ребята, да? Тем временем красивый розовый закат навевал спокойствие. Однако я и подумать не мог, что светящаяся надпись «Кузбасс» будет означать самую опасную ситуацию за все путешествие. Так, ну что, я на окраине города Кемерово. Сейчас надо найти место, где заночевать. Блин, все сырое такое после дождей. Блин, эти дети, которых я там повстречал в этой деревушке, такие смешные на самом деле. Они, в общем, подумали, что я какой-то очень популярный блогер. И я им сказал, что я из Беларуси, и они давай меня спрашивают: а ты знаешь Влада Бумагу? Я говорю, ну да. Типа, а ты знаешь, где он живет? Я говорю, ну да. Все, они уже типа кричат, да? А может, ты телефонный номер знаешь? Не, ну, телефонный номер я вам его не скажу. Решил все-таки что-то купить, поесть теплого, потому что, блин, еще готовить сейчас. Фу. А еще, пока я сейчас сидел в кафе, пришло очередное оповещение от МЧС с сообщением о том, что по Новосибирской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов в ближайшие дни. Я уже потихоньку начинаю понимать, что такое Сибирь и насколько она жесткая. Учитывая, что буквально недели полторы назад приходили уведомления о 37-градусной жаре. Блин, не место, бог знает что, конечно, такое-то. Ни черта почти не вижу. Стремно на самом деле, капец. Ведь тогда я уже чувствовал, что что-то пойдет не так. Блин, ну это просто какой-то долбанный хардкор. Здесь какой-то асфальт. И в метрах 10 дорога. Но здесь, по крайней мере, никто не ходит вообще. Это радует. А вот в этом бы я не был так уверен. Потому что через 40 минут, как я залез в палатку, на нее посветил фонарик. А потом гость и вовсе залез ко мне в палатку. Что, курить есть? Нет, На, не хочу, спасибо. на, держи, ебать. Саша. Не хочу, спасибо. Держи ее. Я не хочу, спасибо. Да держи, Саша. Да не хочу я. Блин, это не... Ты слышишь? Володь, ты где вообще есть? Гопник стал звонить своим друзьям и отошел от палатки. Я тем временем быстро начал собирать вещи. Это у Жени, слышишь? Заубачился. Однако, увидев, что я ухожу, гопник стал угрожать. Стои здесь, ёп. Что надо было встать? Я тебе говорю, стой здесь. Да, ну зачем? Саша, пойдем на заправку. Хочешь, по голосам? Я тебе говорю, ты хочешь по голосам? Хочешь по голосам? Нет, не хочу. Не хочешь? Нет. Давай тогда по-хорошему сделаем. Я тебе говорю, стой. Нет. Ты не понимаешь? Да. Просто охуеть можно. Это был почти гоп-стоп. Я сейчас бегу на заправку. Снял? Да. В общем, как это было. Лежу и сквозь закрытые глаза вижу, как
На палатку светит фонарик. И первая мысль – пиздец. Да, сразу сначала он начал орать, что он из милиции, но по голосу было сразу понятно, что это не милиционер, потому что голос пьяный, такой, ну, быдловатый. Начал ко мне залазить сам в палатку, я тем временем надел линзы, чтобы видеть хоть что-то. Начал светить, смотреть, что там у меня внутри. Вот. Потом сменил свою историю на то, что они с друзьями ищут друга, который где-то здесь потерялся. И потом он ушел в сторону, типа звонить своим друзьям-милиционерам. Вот. Но ясно, что он пошел звонить своим друзьям гопникам. Сказать, что здесь какой-то лох педальный спит, давайте его грабанем. Я тем временем начал быстро собирать манатки и все быстро запихал в рюкзак, затолкал буквально кулаком. Что-то там самое легкое оставил внутри палатки, схватил ее под мышки и пошел, короче. Он мне навстречу, мол, что ты куда ты уходишь, что сейчас твои ребята придут, милиционеры, ёпта. Я говорю, я иду на заправку, подождем их там. Да не, стой здесь, бля. Я говорю, нет, я пойду на заправку и медленно двигаюсь в ту сторону, лицом к нему. Он все пытается настаивать на своем, чтобы я остался. Я говорю, нет, я не пойду, я пойду на заправку. Но потом он уже начал угрожать, типа, что хочешь по-плохому, бля? Я говорю, нет, не хочу, я просто ухожу, короче, ну как ухожу. Когда я отошел от него на достаточное расстояние, рванул, вот. Прибежал к заправке, которая там где-то в километрах 1,5 была. Выбежал там из кустов, прямо к машине, можно сказать. Наверное, как черт из табакерки выглядел, просто выскочивший. И вот подъехали двое мужчин и помогли мне собраться и отвезли до гостиницы, которая тут находится. В километрах 20-25 вот, от Кемерово. Да, вот так вот первый мой гоп-стоп. Плохом педальным оказался этот чел. Хотя, в принципе, если бы он начал на меня нападать, у меня есть перцовый баллончик с собой на всякий случай. Да и так я знаю пару приемов кунг-фу. Но во время этой беготни я потерял, правда, запасную линзину, провод для пауэрбанка, пакетик для дуг и, треснула одна дуга, которую, кстати, я чинил после предыдущей поездки. В общем, да. Это хреново. В общем, в гостинице нет места, и мне разрешили остановиться вот здесь на диване за 350 рублей. Именно в такие моменты хочется послать все к черту и оказаться дома. Но какое бы дерьмо в жизни ни случалось, всегда наступает следующий день. На часах 8 утра, и сейчас 8 градусов. Да. Спал я так себе, смог уснуть только часа в 2 ночи, а в 6 все начали просыпаться в гостинице и ходить мимо меня в холле, поэтому такое себе. Стою уже больше часа. Блин, замерз, если честно. Блин, ну после Беларуси, где, знаете, вот чисто равнина такая, вот это просто вынос мозга. Красота, да. Настоящая тайга, да? Здесь тайга, все. Кругом сейчас тайга. А здесь, ну, живности много, да? Все есть. Медведи там, те самые русские, да? Медведи есть. Так, ну что, Валера провез меня 150 километров примерно до поворота на местечко Суслово. Такое забавное название. Радует, что солнышко выглянуло и стало потеплее. Но ветер прохладный на самом деле.
так бы не поехал с нами, ни черта бы не увидел. И день прошел впустую, понимаешь? Все-таки хорошо, что вылез из кустов, да? Да. Хорошо, что тебе в Кемерово пиздюлик не дали. Ё-моё, говорит, склад Автоторг, что там? Торговая компания Главторг 24. Так, ну что, я в местечке Ворогово. Я проехал сейчас больше 300 километров вместе с водителями из Москвы, Максимом и Артемом. Они уже сколько, 4 или 5 дней едут. Вот как раз таки в Красноярск. Блин, короче, души я не знаю. Они меня накормили, вложили мне деньги на телефон, дали еды с собой и дали еще каких-то классных сигарет по дороге. После вчерашней копниковской херни это просто бальзам на душу. Вон там дальше Красноярск. Но мне не туда. Собрался идти 3,5 километра, чтобы обойти отбойник. Тут останавливается машина. И вот парень подвез меня километров 15 по объездной дороге вокруг Красноярска. В общем, я постоял полчасика там, понял, что лучше я посплю сегодня здесь, потому что, по-моему, это очень хорошее место. Здесь не будет ни животных, ни гопников, тут чисто поле и вокруг трассы. И нужно посмотреть, как там вообще с палаткой дела. Будет она стоять, не будет. Ну что, она стоит. Ну, конечно, здесь это выглядит совсем не очень. Вот она треснула по всей длине. Но за счет того, что она вставлена вот в эту алюминиевую скобу и защелкнута, она, в принципе, держится. Да, место здесь и правда хорошее. Кстати, Даня, подписчик мой из Новосибирска, дал мне не просто тушенку, а оленину. Такого я еще не пробовал. Днем и по вечерам, особенно когда светило солнышко, было в принципе тепло. А вот по ночам уже начинался дубак, с которым не справлялась моя летняя палатка. Не успел я выйти на дорогу и поднять палец, как тут сразу за мной остановились. Мы подошли 5 километров до последней развязки на Красноярск. До Иркутска теперь осталось чуть больше 1000 километров. Очень быстро меня подобрали парни Игнат и Женя, которые ехали из Абакана в городок Тулун выполнять электромонтажные работы. Мне очень повезло, потому что ребята едут в нужном мне направлении целых 600 километров, а за окном тем временем погода вновь стала дождливой. Включай, Жека, навигатор, я, блядь, через город это проеду. Прямо езжай. Иди ты нахуй, я знаю, что прямо, а потом надо вот так вот, вот так вот, вот так вот, блядь. А прямо езжай. Ехали мы долго, весь день. Проезжали через унылый и депрессивный Канск, за монументом которого стояли какие-то военные локаторы. Подпрыгивая на ямах, мы ехали мимо обшарпанных и жутковатых жилых домиков. В них живут люди до сих пор, да? Конечно. И только когда на небе повисли низкие серые тучи, я начал по-настоящему ощущать всю безысходность российской провинции. По пути, кстати, какой-то идиот чуть не врезался в нас. В смысле? Ну не мы на главное, что ли? Вот сюда. Так не главное, что ли? Нет, у нас главное.
дороге мы заехали в придорожную кафешку, заоблачные цены в которой никак не соответствуют качеству и вкусу подаваемой еды. Ну и подзаправиться. Но выезжая за пределы населенных пунктов, расстояния между которыми становились все больше и порой достигали 30 километров, в этих огромных промежутках у меня захватывало дух от осознания того, что там ничего нет. Лишь бескрайняя тайга, покрывающая все более крутые склоны холмов, в какой-то момент ставшая утопать в белом одеяле тумана. Так, мы приехали в город Тулун. Осталось до Иркутска где-то 300 с чем-то километров. И ребята предложили мне заночевать у них сегодня, потому что погода сегодня отвратительная. Вообще они предложили заселиться не к ним, а в квартиру съемную, пока они в Тулуне выполняют электромонтажные работы. Но здесь, конечно, дичь. Да, Тулун однозначно взял гран-при в номинации «Самый безысходный город за все путешествие». Ну, по крайней мере, котик в подъезде был милый. В квартире был очень хороший ремонт, который прекрасно дополняли фирменные тулунские виды. Отличный вид. А перед сном парни угостили меня абаканским пивом, чтобы лучше спалось. Это был хороший день. Парни вывезли меня за город. Вот, сейчас тут буду стопить возле этой заправки. А сам по себе Тулун, конечно, это просто безысходность. Это вот шутки на тему «Зачем тебе наркотики? Выгляни в окно, посмотри, как прекрасен мир». Ты выглядываешь в окно, а там Тулун. Просто очень безысходное место, особенно вот с этой висящей серой тучей на небе. Хотя такое ужасное состояние города можно объяснить тем, что его сильно затопляло во время наводнений в Иркутской области. Вот знаете эти фотографии и видео, когда с высоты снимают и видны только крыши домов? Вот они были сделаны в Тулуне. Первым моим попутчиком в тот день был православный священник на белом ленд-крузере. Ну, попал, скажете вы. Но на самом деле мы с ним разговаривали о чем угодно, но только не о религии. Я помню, читал так «Властелин колец». Это тяжелая книжка. По-моему, показалось очень детская, мне показалось. Она не детская, но она тоже детская. Но это «Властелин колец», конечно, хоть еще так. Ну, фильмы классные, думаю. Фильм лучше, чем книга, на мой взгляд. Да. Он более сжатый, а книга это довольно тягомотная. Это вся традиция этих вот англосаксонская традиция этих всех баллад, ты сдохнешь там, кстати, через лес, говоришь, прорываться, капец. А вот у Льюиса, где хроника, другой у них настрой, там все так динамично, как так вот светло, даже когда мужественно, там все как бы всерьез, дети попали в неизвестность такую, да. Когда всерьез можно погибнуть, там если потерял друга, то ты его потерял, он погиб его друг. Если ты врага, должен был убить врага этого. Не просто сделать личный убийство. Следующими моими попутчиками были парень и девушка, с которыми я перекинулся лишь парой слов. На самом деле это идеальный вариант для автостопщика, ведь не придется в 100-й раз рассказывать свою историю. Город Усолье-Сибирское. До Иркутска осталось километров 75. Последние попутчики быстро меня подобрали и довезли до самого центра города. Единственная река, которая вытекает из Байкала. Да, Ангара, да? Крупная такая. Крупная река, говорю. Большая, широкая. Город Иркутск. Вот на этой улице, на которой я сейчас нахожусь, на улице Маркса, одностороннее движение. И из-за этого
Очень сложно понять, как здесь двигается транспорт, ведь нет остановок в противоположную сторону. Поэтому, несмотря на дождь, я решил идти пешком. И в принципе не зря, потому что оценил главную, на мой взгляд, фишку Иркутска – сохранившееся деревянное русское зодчество. Тут в центре столько старинных зданий. Вот она, Россия. Полностью какое-то раздолбанное здание. И на заднем фоне торговый центр. В Иркутске через каучсерфинг меня принял Паша и накормил ужином. Уже был голодный. А? Уже был голодный, говорю. Ну что, наелся? Но. На, гречка. С великим наслаждением я наконец отогрелся в душе. У Паши идет ремонт, поэтому в углу я сделал себе кровать. Немного поговорив, я лег спать. Жестко ехать, конечно, это маршрутка, ты представляешь? Ехать в маршрутке. Итак, какой план на сегодня? Во-первых, нужно купить детали для ремонта палатки. И во-вторых, посмотреть на Иркутск. Что мне нравится в этом городе, то что здесь осталось очень много старинных зданий. Да, они ветхие, нуждаются там в текущем ремонте, каком-то в покраске, но это круто. Блин, этот переход, это просто что-то нереальное. Снова классика жанра. А еще в этом городе очень много бродячих собак, которые бегают прям стаями. Ну, эти конкретно чилят просто. Они в порядке, они дышат, не бойтесь. Это памятник адмиралу Александру Колчаку, руководителю белого движения во время гражданской войны. Он был расстрелян здесь в ночь на 7 февраля 1920 года. Внимание, вопрос. Куда едет автобус? Stop us now.
день я гулял по Иркутску, который определенно мне понравился, покорив своей неповторимой атмосферой. Вечером я вернулся домой, и Паша просто на раз-два, ну типа, а давай, взял и организовал очень крутое двухдневное мини-путешествие на Байкал. И на следующий день я наконец увидел то, зачем приехал в такую даль. Но об этом уже в следующий раз.